Всем привет! Это канал True Kitchen. В этом видео я покажу, как приготовить вкусный, сочный бургер. Как приготовить булочку для бургера я уже показал в предыдущем видео, поэтому сегодня я покажу все остальное. Сейчас я займусь фаршем для котлет. Для того, чтобы котлета была сочной и ароматной, должно быть нужное количество жира внутри фарша. На практике уже не раз проверено, что идеальная пропорция является 75% мяса и где-то 25% жира. Жир желательно докупать отдельно и добавлять его в мясо. Если такой возможности купить отдельно жир нет, тогда берите просто самое жирное мясо, которое вы найдете. Так, мясо сейчас режу на кусочки, которые пройдут мясорубку. Так, мясо режу на небольшие куски. Мясорубка у меня обычная, самая домашняя. Если вы делаете фарш на производстве, то у вас, как правило, мясорубки мощные, и вы можете резать на вот такие вот крупные куски. Также можно делать фарш из смеси свинины и говядины, но в таком случае вам обязательно нужно будет котлеты жарить до полной прожарки. Если вы делаете их только из говядины, то вы можете делать неполную прожарку. А какой цвет полной прожарки? Ну, полная прожарка — это когда у тебя серая котлета внутри. Если у тебя хотя бы чуть-чуть розовины есть, это уже как бы не полная. Ну и, соответственно, если у тебя вытекает слегка розоватый сок, это вот средняя прожарка. Для говядины средняя прожарка — это нормально. Жир, как видите, вот обычный жир, ничего такого военного. Но единственное, что он не везде продается. Его тоже режем на кусочки и добавляем к фаршу. Получается, что если мы берем килограмм фарша, нам нужно где-то 250 грамм жира. Соответственно, если у вас мясо жирненькое, то жира вы можете добавлять немножко меньше, там 150-200 грамм. Я взял мякоть, она практически без жира, поэтому пропорция 75/25 соблюдается. Теперь надо заправить фарш. В идеальности это делать, конечно, через весы. Можно и на глаз бросать, это не так страшно. Что нам надо? Нам нужна соль и перец. Самое главное просто не пересолить, ну и чтобы пресно не было. На килограмм фарша, то есть жира с мясом, нужно бросать 10 грамм соли примерно. В данном случае я делаю фарш на полкилограмма мяса. Так, а перца молотого где-то примерно 1 грамм на килограмм. Ну, в данном случае это так, на глаз делаю. Все это я перемешиваю. Отставляю в сторону и достаю мясорубку. Так, мясо нужно пропускать через мясорубку, желательно 2 раза, для того, чтобы фарш у нас получился более однородный и котлеты не были жесткие и не вздувались. Поэтому я сначала буду пропускать на крупную сетку, затем буду пропускать на мелкую сетку. Если у вас есть только одна какая-то сетка, пропустите просто через нее 2 раза. Ну все, пропускаем мясо теперь. Прямо на стол. Да, прямо на стол. Я считаю, ты извращуга. Так, вот у нас получился крупный фарш. И сейчас пропускаем, разбираем, достаем крупную сетку. И теперь устанавливаем мелкую сетку. И пропускаю 2-й раз. Так, фарш у нас готов. Желательно, как только вы пропустили фарш через мясорубку, сразу его руками не перемешивать, не давить. Вот так вот его прям замотать пленкой, либо накрыть тарелкой и убрать в холодильник, для того, чтобы он хорошо остыл. Если вы сейчас его будете прям вымешивать, там еще что-то с ним делать, он будет у вас чересчур плотный. Соответственно, нам сейчас нужно это накрыть и убрать в холодильник хотя бы на 3-4 часа, в идеальности вообще на всю ночь. Так, а пока у нас охлаждается фарш, сделаем быстренько соус. Для начала сделаю простой майонез из 1 яйца. Можно, в принципе, обойтись покупным, но я люблю делать сам. Нам нужно 1 яйцо, чуть-чуть молотого перца, примерно пол чайной ложки яблочного уксуса,
Ну или обычного можно. Яблочный просто более ароматный. И натуральный. Щепотку соли. 2 щепотки сахара. И теперь начинаем взбивать, постепенно добавляя масло. Масло обычное, подсолнечное, рафинированное. А как узнать, когда хватит добавлять масло? Ну, вот сейчас потихонечку начнет загустевать соус. Вот, в принципе, уже, допустим, видно. Ну, я отдельно видео по поводу майонеза снимал, но покажу еще раз. Вот он становится постепенно густой. И в зависимости от того, сколько вы добавите масла, будет процент жирности. Тот самый, который пишется на упаковках майонеза, допустим. Добавлять нужно до того момента, пока он не станет достаточно густой. Почти до твердых пиков. Я сейчас покажу, что это такое. Ссылочку на видео, где я делаю отдельно майонез классический, я оставлю сейчас сверху. Кому интересно, посмотрите. И вот, собственно, он вот такой вот густой получается. Это значит, что он готов. Сейчас я буду перекладывать в миску, будет более наглядно видно. Дальше я уже подготовил миску с американской горчицей, чили соус томатный и отдельно кетчуп обычный. Здесь примерно 2 столовые ложки горчицы американской, примерно чайная ложка острого соуса и кетчупа где-то тоже 2 столовые ложки. Вот у нас, смотрите, какой он густой получается. Вот это хороший качественный майонез. Ну, по всем правилам, конечно, самый крутой майонез делается только на желтках. Но у нас обычный домашний. Соуса я делаю, понятное дело, больше, чем на один бургер. Там, если останется, можно еще что-то с ним сделать. Просто совсем чуть-чуть его приготовить сложно. Теперь сюда мы добавляем копченую паприку. Можно найти на рынке, в магазине. На самом деле не очень сложно. Нет копченой, добавляйте обычную. Но копченая дает аромат крутой, ну и, соответственно, цвет. Вот где-то чайная ложка примерно. Потом, если что, какого-то ингредиента можно будет еще добавить. Сухой чеснок, тоже где-то чайная ложка. Тоже можно купить на базаре. И, что немаловажно, сухой лук. Тоже вот столовую ложку бросаю. Сухой лук очень крутая тема в соусах. Он вкусный, то есть его можно есть прям сухим, легко жуется. Лук в соусе сухой даст хорошую текстуру. То есть будет попадаться на зуб какие-то хрустящие такие штучки. Теперь соус перемешиваем тщательно. Вчера вечером я фарш уже заранее подготовил, для того, чтобы сейчас не ждать там 4-5 часов, и уже покажу, какой он получается. Получается плотный. Его легко будет формировать. Вот. И за счет того, что он холодный, во время формировки у нас не будет таять жир, что нам очень важно. Сейчас я покажу, как конкретно я делаю котлеты, потому что котлеты я уже тоже подготовил. Они у меня вот уже стоят. Поэтому сейчас покажу отдельно процесс формирования. Сформированные котлеты нам нужно будет на что-то положить, для того, чтобы их было легко снимать и жарить. Я использую силиконизированный вот такой вот пергамент. Он очень удобный в использовании. Соответственно, с него я делаю квадраты. Вот такие вот. Вот такие вот квадраты. Ну, примерно. На которые я буду складывать котлетку и разминать. Сейчас покажу, как я это делаю. Берем весы. Можно без весов, так просто на глаз делать котлеты. Я это делать люблю через весы. Делаем вот такой комочек, 150 грамм. Тут на вторую котлету, скорее всего, не хватит, поэтому я покажу на одной. Выкладываем фарш и начинаю разминать его. И придаем фаршу круглую форму. На предприятиях используют специальные пресс-формы.
Они разные есть. Есть такие формочки, которые сверху придавливаешь, а есть крутые станки, которые при помощи очень большого давления быстро формируют котлеты. Если котлет надо сделать немного, это можно без проблем сделать руками. Много времени на это не уходит. Сильно прям сжать, прям со всей силы не надо. Видите, у меня остаются где-то поры некоторые. Это нормально. Котлета не должна быть слишком сильно забитая. Все, мы сформировали. Толщина буквально здесь 7-8 мм. Этого достаточно. Котлета, если мы ее правильно перемололи 2 раза, если мы ее охладили, она не будет горбиться. Если мы ее сильно толстую не делаем. Это, кстати, тоже очень важно. На всякий случай еще можно делать в серединке вот такое вот небольшое отверстие, которое позволит нам также избежать вот этих вот горбов во время жарки. Теперь котлету, ну опять же, если мы в домашних условиях это делаем, перекладываем на тарелку, либо на какой-то противень, накрываем пленкой и убираем в холодильник еще хотя бы на пару часов. Но если вы фарш предварительно хорошо охладили, можно в принципе жарить сразу. Но желательно, если вы хотите добиться крутого результата, убирать в холодильник еще на некоторое время. Так у вас котлета будет хорошо держать форму, она будет аккуратно, деликатно обжариваться, не будет вздуваться и не будут уходить лишние соки. То есть этот процесс охлаждения, он крайне важен для фарша. Здесь, как я уже вам сказал, у меня есть котлеты, которые я сделал уже вчера, которые хорошо охладились и полностью готовы к работе. Вот видите, пергамент хорошо отлипает друг от друга, они хорошие формы, и с ними будет очень легко работать. Так как у меня уже все подготовлено, я поставлю прогреваться мои сковородки и налью туда чуть-чуть масла. Сковородки нужно хорошо прогреть, прокалить для того, чтобы котлеты не прилипали и имели хорошую равномерную корочку. Более подробно о том, как прогревать сковородку для того, чтобы ничего не прилипало, я рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылочку сейчас оставлю сверху. Ставлю их на средний огонь. Булочка у меня уже готова. Разрезаю ее пополам. Крутая булочка. Выкладываю булочки на сковородки. На одну они у меня не помещаются, поэтому я на каждую по одной половинке ставлю. Нам нужно поджарить, подсушить вот эту вот сторону разреза. Для чего? Для того, чтобы они быстро не размокали и приобрели немножечко более выраженный вкус. А пока у нас булочки подсушиваются, я подготовлю внутреннюю начинку. Я буду использовать сыр. Можно брать тостовый сыр, чеддер, который продается, который используют все, но это уже, честно, очень сильно надоело. Берите какой-нибудь нормальный, хороший сыр, качественный, не дешевый пусть будет, ничего страшного, можете дешевый взять, ну какой-нибудь... Например? Можете взять сыр Радомер, можете взять швейцарский сыр. Я взял сыр Олендер или Олендер, не знаю, как правильно называется. В общем, хороший качественный сыр. Что-то лично для меня среднее между пармезаном и голландским сыром. Мне очень нравится. Я нарезаю сыра на 2 котлеты, так, чтобы закрыть поверхность котлеты. Форма нарезки здесь абсолютно не имеет никакого значения, потому что сыр все равно расплавится. Я хотел еще сегодня взять соленые огурцы, но, к сожалению, хороших не было, поэтому обойдусь сегодня без них. Режу помидор на не очень тонкие слайсы. Мне понадобится 2 слайса. Вот таких вот. Помидор лучше брать сочный, желательно микадо, если у вас есть. Съел жопку. Помидор откладываю, но желательно его чуть-чуть присолить. Помидоры очень любят соль. И если вы это сделаете маленький трюк, он будет вкуснее. И также мне понадобится айсберг. Айсберг дает тот самый вкус, незабываемый, как в Макдональдсе. Я долгое время думал, что именно запоминается в этих бургерах. И на удивление я понял, что тот самый вкус мака, один из основных его источников, это листья айсберга. Также он нам дает сочность, вкус, аромат, абсолютно все нужные мне качества. И также, да, в айсберг добавляет хруст. Булочки у нас уже
подсушились. Снимаю их. Сковородки я протер, убрал лишние крошки от булочек. Добавляю буквально каплю масла. Прогреваю хорошенько сковородку. Хотя, ну, вот мы сейчас сушили булочки, она уже, в принципе, хорошо прогретая. И теперь смотрите, наши котлеты. Очень легко снимается пергамент. Они у нас держат форму. И я их выкладываю осторожно на сковородку. И вторая так же самое. Главное обязательно ложить на горячую сковородку, для того, чтобы они начали сразу жариться. Иначе они будут сухие, выйдет много сока. Сейчас в процессе жарки, зачем мы, собственно, добавляли большое количество жира, в процессе жарки жир будет топиться и подпитывать мясо, и оно за счет этого не будет сухим. Если вы сделаете котлету на 100% из мяса без жира, то у вас котлеты будут сухие, как бы вы их ни делали. Это очень важно понимать. И прилипнут? Нет, насчет прилипания нет, они не прилипнут. Если добавите нужное количество масла, они не прилипнут. Вот сейчас, если обратите внимание, жир в очень большом количестве будет вытапливаться. Когда котлеты хорошо обжарились с одной стороны, я уже вижу, что появляется серый ободочек. Это уже говорит о том, что котлета с одной стороны хорошо обжарилась, и нужно переворачивать. Я воспользуюсь вот такой силиконовой лопаткой, так как у меня сковородки тефлоновые. Вы можете воспользоваться железной или деревянной. И аккуратно переворачиваю. Хороший цвет. С одной стороны котлеты у нас уже хорошо обжарились. Теперь нам нужно еще буквально 1,5-2 минуты с другой стороны, и я их буду снимать. Очень важно их не готовить до полной готовности, не жарить здесь, потому что когда мы их снимем, они еще дойдут. То есть еще секунд 30-40 они будут на остаточном тепле доготавливаться. Когда у нас котлеты готовы, я выключил уже огонь, добавил сыр. И нужно будет накрыть крышкой, для того, чтобы сыр запарился и растаял. Сыр у нас расплавился. Снимаю котлетку. Одну. Вторую. Теперь, когда у нас котлеты готовы, на верхнюю и нижнюю булочку я добавляю соус. Соуса добавляйте кто сколько любит. Ну, потому что я, допустим, не люблю, когда прям течет с бургера этот соус. Не нравится мне, поэтому я добавляю в меру. Так, чтобы было ни много, ни мало. На низ кладу айсберг. Далее первую котлетку. Вторую котлетку. Сверху помидорки. И закрываем. И вот такой вот у нас товарищ получился. Друзья, вот и все. Наш шикарный бургер готов. Наконец-то. Теперь его можно съесть. Ладно, я потом доем, потому что это невозможно. Это безумно вкусно. Ребята, реально, те, кто очень любит кушать бургеры, хотя бы иногда делайте их сами, если у вас есть время. Это точно получится в разы вкуснее, чем в Макдональдсе, либо в какой-то кафешке рядом. Я уже его, конечно, куснул, но я его разрежу, покажу, насколько он получается сочный. Видите, с него течет сок, и сока много. Это вот как раз то самое количество жира, которое мы добавляем. Причем, когда кушаешь, этот жир не чувствуешь. Просто котлета получается сочная, не сухая. Друзья, ну на этом все. Я очень рад, что вы посмотрели это видео до конца. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите внизу комментарии и подписывайтесь на мой канал. Готовьте с пониманием того, что вы делаете. Ну и, конечно же, с удовольствием.